Сейчас вот так вот мы его разберем. Голову нужно поровнее сделать. Примерно таким образом. Нормуль. Теперь чуть еще. Она должна быть почти параллельно земле. Теперь лапы. Эту я вперед маленько. Так вот пойдет. Вообще он будет у меня в движении. Сразу скажу, хочу сделать этого цератозавра в динамике. Чтобы максимально создать такое ощущение, знаете, живости такой. Динамичная такая поза. Бежит он за кем-то. Анатомически надо точно сделать, чтобы мышцы все проработать. Напряженность в теле создать такую, знаете. До этого мои динозавры были в основном спокойные, на самом деле. Кроме, наверное, Карнотавра. Видео, давайте я видео прикреплю сверху. Кто не видел, посмотрите. Вот так вот. Вот так вот. Я загибаю вторую лапу. Он бежит, опираясь на первую, на правую. А левая чуть согнута. Таким вот образом. Ага, готовченько. Так, горизонталь. Вычисляю его размерчики. Мой масштаб посчитаю. Так, теперь принт. Хоба! Вот он, хищник на охоте. Тут у нас будет голова. Тут загибаем для задних конечностей. Сверяем сами конечности. Тут они у нас соединяются. И тадам! Все это дело закручиваем, перекручиваем проволокой. 0,2 мм я использую. Самое тонкое, что я вообще использую. Меряем все снова. Снова и всегда. Чтобы, конечно, ничего не выпирало. Чтобы каркас не выпирал, когда я его покрою глиной. Хвост немножко согнем. Вот так вот. И замотаем его проволокой. Главное, слишком толстую проволоку не делать. Тут я добавляю фольги немного на пузо. Как видите, из проволоки я также сделал ему лапы. Помою теперь нашу заготовочку, чтобы лучше глина прилипала. А то я чувствую руками, что она какая-то грязная. Немного. Ну что, начинаю саму лепку. Беру свою любимую глину. Жаль только, что цвет слишком светлый. У них таких нету темных тонов. Лучше потемнее брать. Чаще всего, наверное, меня просили слепить цератозавра. Интересный, да, согласен, такой вид. Ну, по самому цератозавру давайте немного информации. Это динозавр юрского периода, верхнего. В районе 155 миллионов лет назад он существовал. То есть этот вид жил в одно время, получается, с такими видами, самыми известными. Это стегозавр, апатозавр, барозавр, мегалозавр. И аллозавр, конечно же. Они были вместе с ними найдены в одной формации. И те же аллозавры, проживающие на одной территории, могли и составлять ему, собственно, конкуренцию. Есть даже теория, каким образом эти два хищника могли вместе сосуществовать. Теория заключается в том, что цератозавр мог, например, охотиться еще и на каких-то обитателей рек. Собственно, где цератозавров и находили. Различных там крокодилообразных, возможно, черепашек каких-то, рыб. На чем основана эта теория? Этому способствовали длинные гибкие тела цератозавра, загнутые зубы, а также, самое главное, особенности хвоста. Он такой довольно плоский, сравнительно с аллозаврами, и гибкий. Да, кстати, смотрите, руки мне не понравились. Лапы, то есть передние. Я решаю их откусить, проволоку, и потом уже приделать без каркаса. В данном случае, я думаю, нам не нужен. Так будет удобней. Потом, смотрите, тут явно не хватает пластилина. Видите провал сзади? Это надо замазать. Тут проходит у нас большая мышца ноги, которая уходит в хвост.
Поэтому такой вот впадины здесь быть не должно ни у кого. Тем более в такой позе. Снизу на животе тоже добавляю немножко пластилина. В этом месте у нас выпирает лобковая кость. Ну вот примерно такой вот у нас получается он. Здесь, немножко я его наклон получше сделаю, но это потом, ладно. Сразу вижу недочеты. Так вот я его рассматриваю, недочеты в ноге. В этом вот месте слишком она толстая и круглая. Немножко уберем сверху. А с этой стороны у нас вообще беда, тут что-то с ногой. Но это стандартные законы лепки. Делаем побольше пластилина, набрасываем, а потом просто лишнее убираем. Возвращаюсь, значит, к истории цератозавра, на чем-то мы остановились. Значит, полуводный образ жизни он якобы вел, да? Конечно, звучит это немного фантастично. Я считаю, теория это притянута за уши. То, что их находили у берегов рек, факт, конечно, интересный, не спорю. Но зубы, хвост у него, суть в том, что у него высокие нервные шипы в основании хвоста и глубокие шевронные кости. Это тоже у хвоста на нижней стороне. И довольно гибкий хвост по сравнению, например, с аллозаврами. Но вообще такие отростки есть и у других динозавров, того же гигантозавра, а глубокие шевроны черта таких динозавров, как мясистых, в общем, где мясо побольше, там Каудиптерикс такой вот он есть. К тому же, если сравнивать с крокодилами, а это тоже делали, это, мне кажется, совсем беда какая-то, потому что крокодилы это другая ветвь. Так что эта теория притянутая, мне кажется, сомнительной. А что у нас по черепу? Это интересная его часть, потому что, как всегда у динозавров отличительная черта, это какие-то там наросты или еще что-то. Значит, у этого находился был рог на носовой части черепа. А точнее, это даже не рог в прямом смысле, а гребень с такими морщинистым узором, видимо, по которым сосуды проходили, возможно. Он был какого-то яркого цвета. И покрытый он был роговой оболочкой, сам этот нарост. Также у цератозавров были еще два таких своеобразных нароста. Что-то вроде гребней, по одному над каждым глазом. Похожие, кстати, как у аллозавров. Возможно, и скорее всего он использовал их для демонстрации. Например, это один из признаков это развитые гребни уже у половозрелых динозавров по сравнению с детенышами. Ну и к тому же использовать для какой-то обороны, физической защиты он их не мог, потому что они были слишком хрупкими. Еще одна у нас есть отличительная черта цератозавров – это длинные загнутые зубы. Их, как видим, я уже установил. Как я это сделал, можно посмотреть в других видео. Ссылочка сверху я тоже прикреплю. Так вот, его длинные зубы на самом деле изначально они были вообще преувеличены. Возможно, такой, знаете, эффект есть, скользящий эффект проскальзывания. Это когда когда динозавр умирает, соответственно, зубы у него вываливаются, и если они в определенный момент вывалились или какие-то факторы повлияли, что они не до конца и закаменели в этом положении, то создается ощущение длинного зуба, когда он каменеет вместе с частью какой-то оболочки, в которой он находился в челюсти. Конечно, несмотря на это, зубы у цератозавров были все равно довольно длинными по сравнению с другими хищниками. Так, ладно, я тут уже ручки креплю. Те, что я отрезал в начале. Приделываю их, в общем, обратно, уже готовые. Ручки у него были небольшие. Бывает, конечно, меньше, как у карнотавра, тирекса. Пальцев 4, 3 длинных и 1 покороче. Такие, кстати, лапки соответствуют более ранним динозаврам. А лапа должна быть короткой, но в то же время такой широкой, мясистой. Я хочу сделать
так, чтобы они были маленько прижаты к телу. Он бежит, знаете, и как бы прижаты. Мне кажется, это будет хорошее решение так сделать в пользу нашей динамичной позы. Ну и задние лапы. Прорисовываю задние лапы. Там 3 пальца у нас, как обычно, и один короткий чуть сзади. Также хочу сказать еще, что была теория, сейчас она опровергнута практически, которая заключается в том, что цератозавр, да даже не только он, а и другие тероподы, могли иметь так называемый черепной кинезис. То есть он мог, попроще говоря, смещать челюсти, кости черепа, челюсти, например, и поглощать добычу большего размера. Кинезис это, например, можно у современных, это вот то, что в голову приходит первое, это змея. Может быть, видели, как змея заглатывает свою жертву, очень сильно раздвигается у нее челюсти, голова. Вот примерно что-то такое думали, что есть у динозавров, есть такая теория. Теперь у нас еще одна немаловажная деталь – это роговые пластины. Важная, потому что они действительно у него существовали. Находки небольших окостенений округлой формы были найдены у основания у него ушей и у основания хвоста. Вероятно, эти остеодермы являются частью какого-то гребня от головы до кончика хвоста. Мне раскраска понравилась желто-голубого цвета. Вот он уже у меня загрунтован. Я наношу первый слой тоненький желтоватого цвета. На верхнюю часть пузо будет голубое. На спине и на боках я сделаю такие полосы. Они будут темновато-зеленоватые. Вверху потемнее, внизу посветлее, чем на боках. Последний этап – это изготовление подставочки. Пока я его делал, было время подумать, как ее покруче сделать, чтобы она была красивая и надежная тоже одновременно. Сейчас я использую для нее глину, которая не запекаемая, а застывает на воздухе. Подставку я заранее просверлил и замотал проволокой, чтобы эта глина лучше держалась. Сейчас мне будет нужен его отпечаток. Мне нужны ваши отпечатки. Ну вот, теперь, когда глина высохла, я шкуркой убираю лишнее. Ну и раскрашиваю потом. Такой цвет земельный, коричневатый, с трещинками. Ну что, вот готовая работа. Такой вот он получился у меня. В общем и целом выглядит, как я его себе и представлял. И раскрас мне тоже понравился. С этой стороны он вот так вот выглядит. А давайте развернем. Сзади посмотрим. Тоже прикольно. Хвост мне нравился. Получился, я считаю, здорово. Получился такой мощный хвост, чувствуется. Не зря я с ним там повозился. Думал, просто будет, но... Внизу подставки у нас карточка, как обычно, с данными. Семейство, подсемейство, размеры, где найден, чем питался. В моей коллекции, значит, это получается номер 7. И мягкая подкладочка. Прошлые подставки я делал из дерева, но это будет из глины. Тоже прикольно, мне кажется. На этом с цератозавром все. Отправляю его к другим своим братьям на полочку. Стоять, пылиться, да? Радовать глаз. Если есть такие желания, кстати, приобрести такие или подобные фигурки какой-то разной сложности, может попроще каких-то не динозавров, пишите сюда или на Авито. Ссылочку я кину ниже. А на этом всем пока и до новых встреч. Пока-пока.